Здорово, народ! Сегодня рассмотрим два способа, как добавить зуб, если вы его не отметили в наряде. Первый будет внутренний способ, и другой уже немножко посложнее. Давайте начнем. Допустим, нам нужно сделать моделировку, например, 6 центральных зубов. Я не буду показывать всех 6 центральных зубов, как ставить. Я просто покажу способ. Выберем модель, зеркальная копия, извлечь, виртуальный предпреп. И самым важным моментом для всего, что мы в дальнейшем будем делать, здесь нужно выбрать какую-то область на скане, которая меньше всего будет корректироваться. Если вы пробовали раньше эту функцию, то я уверен, вы понимаете, о чем я говорю. Можем кликнуть в любое абсолютно место, но такой скан очень маленький, кто-то его так классно подрезал. Достался мне вот такой скан. Классно подрезал, и я боюсь, что мы сейчас долго будем это искать. Снова извлечь, виртуальный предпреп, и где-нибудь с краешку нажмем. Вот мы получили какую-то небольшую область. Коллапс десны я выкручиваю на минимум, чтобы хотя бы немного вернуть скан обратно. Выбираем зуб, вот нам спрашивает, какой номер зуба хотите? Хочу 11. Он говорит окей. Соглашаемся с ним. Кликнем на скан предпреп. И теперь позиция зуба. Раз. И все. Теперь у вас есть библиотечный зуб. И в дальнейшем, причем это не важно, у вас рабочий, это понтик или еще каким-то, допустим, вы на культю забыли поставить зуб, это не страшно, здесь в меню выбрать тип имплантата, можно поменять его хоть на винтовой, хоть какой. Мы еще на будущее, забегая вперед, расскажу, как этим пользоваться. И все, вы теперь в дальнейшем можете выбирать любую библиотеку, какая у вас есть, и пользоваться. Это был первый способ. Давайте перейдем ко второму. Второй способ чуть посложнее, и для этого нам понадобится архив. Архив у нас содержит зубы с 11 по 47. Да, по 47. Этот архив я нашел в телеграм-канале Алексея. Называется он Alex Gym Dental Community. Ссылку я оставлю чуть ниже, чтобы вы тоже смогли зайти и скачать. Вы можете посмотреть у него на канале. Там много чего есть интересного. Он берет с разных групп. В принципе, давайте начнем. Открою проводник, зайдем в наш Exocad, Dental CAD App, Library, ищем слово Attachments, и Алексей нам предлагает закинуть его туда. Извлечь. Готово. Посмотрим, нет. Ага, папка под папки. И закидываем. Отлично. Теперь перезапускаем Exocad, если он у вас открыт, либо же открываем его. Я не нашел подходящие работы. Покажу способ на этой работе, который уже практически закончил, но мы же просто тренируемся. Заходим в коррекцию, и у нас есть вкладочка Attachment. Здесь как раз мы можем выбрать себе и ищем здесь нашего Алекса. И вот самая верхняя строчка. Выбираем. Предупреждение, конечно же. Окей.
Здесь вот во вкладке можем выбрать любой зуб, который нам нравится. Ну, Алексей сделал из какой-то библиотеки. Ну, допустим, мы хотим это добавить, не знаю, там 47-й зуб. Здесь можем его повернуть, изменить, поменять ему масштаб. Это, в принципе, не важно. Мы делаем уже какой-то 48-й зуб, но это не суть. Нажимаем «Применить». Он идет как в качестве атачмента. Обработка атачмента завершена успешно. Отлично. К нашей конструкции, как можете видеть, там отверстие, добавился еще один зуб. Мы его также можем скорректировать, все необходимое. Все. И с этим можно уже работать. Спасибо огромное Алексу. Ну что, я надеюсь, вам понравился сегодня урок или пару способов, как добавлять зубы. Подписывайтесь на телеграм-канал. Буду рад вашей подписке на ютубе, в телеграме. В телеграме выходят видео раньше, чем на ютубе. Так что добро пожаловать и всем пока!